После выхода обновления «Охота за головами» многие закидали разработчиков камнями из-за отсутствия большого количества нового контента. С этим сложно не согласиться, но не стоит забывать, что огромная часть новинок находится в капельной подаче и на данный момент заблокирована. Это транспорт, миссии, квесты, противоборство, оружие, одежда и так далее. Сегодня кратко постараюсь показать вам весь скрытый контент, который будет появляться в GTA Online каждую бонусную неделю. Обязательно досматривайте до конца, на экране 30 последних подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в начало следующего ролика. Не хватает денег в GTA Online, нужно повысить уровень или открыть заблокированный контент? Не вопрос, переходи в мою личную группу по прокачке. Наша гарантия качества — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Бабки, опыт, тачки, тюнинг и многое другое по сниженным ценам. Также появилась возможность накрутки игровой валюты на ПК без входа в аккаунт. Ваши логины и пароли больше не нужны. Все ссылки само собой в описании. Переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Начнем с миссии курьера. Да, совсем скоро в мультиплеере появится возможность начать работу в пиццерии. Схема схожая с работой в такси. Подъезжайте к ресторану, встаете на маркер, после чего садитесь за руль мопеда Pizza-Boy и начинаете доставку. Всего в день можно будет развозить 5 пиц, за каждую из которых будут платить по $2000 и немного чаевых. Плюс по завершению квеста накинут еще десятку и разблокируют оптовую цену на мопед Pizza-Boy на желтом сайте. В итоге с работы курьера можно будет зарабатывать около $22 тысяч с одного из 3 ресторанов каждый день. Да, копейки, но я думаю, все прекрасно понимают, что это точно не для заработка. Чисто забава разбавить контент в мультиплеере и отдать дань прошлым частям серии, где был ровно такой же мопед и работа курьером. Кстати, по завершению 50 заказов дополнительно в награду вы получите костюм Pizza Взыс. В общем, забавно получается. Сначала грабим казино, потом работаем копом, а затем доставляем пиццу. Переходим дальше. Следующая новинка в мультиплеере — это квест «Плакаты Лос-Сантоса». Для запуска будет необходимо залутать баллончики с краской. Лично у меня они были вот в этом месте на карте. Далее ежедневно необходимо закрашивать по 5 плакатов, за каждый из которых будут платить по $15 тысяч. В итоге по завершению квеста накинут еще 25 тысяч сверху и наградят очень крутым костюмом уличного художника, где маска совмещена с капюшоном. Квест прикольный и проходится крайне быстро, и платят вполне прилично, по 100 тысяч каждый день как с куста. Всего точек с плакатами 60 штук, карту с их расположением, которую вы видите прямо сейчас на своих экранах, я обязательно залью в телеграм-канал, поэтому чтобы не потерять, переходите и сохраняйте себе. На очереди ежедневные цели от Мартина Мадраса. Тут все просто, каждый день Мартин будет отправлять нам сообщение на телефон с фотографией цели, которую нужно найти и убить. Зона поиска будет отображаться желтым вопросиком на карте. Находим цель, убиваем, отправляем фото трупа Мартину и получаем награду в размере 20 тысяч баксов. Плюс ко всему, если совершить убийство оружием, которое предпочитает Мартин, сверху накинут еще десятку. Итого 30к каждый день можно спокойно лутать с этого квеста. Rockstar пополняют открытые сессии разнообразным контентом, за что им огромный респект. Куда же без нового режима противоборства нападения на ATT-16. В игре уже есть нападение на Кайо Перика, так вот, скорее всего это ровно такое же противоборство по задумке, но в этот раз на авианосце. Да, наконец-то авианосец снова будет задействован в игре, причем в рамках одного из самых интересных и экшоновых, как по мне, противоборств, поэтому ждем, уверен, будет очень залипательно. Далее по списку новый контент на Хэллоуин. Во-первых, теперь есть 50% шанс заспавниться внутри бункера под фортом Занкуда после того, как вас заберет НЛО. Раньше было всего 25%. Именно здесь, в одной из комнат, можно будет найти лом, чтобы открыть деревянный ящик, внутри которого будет лежать новая шок-дубинка. По сути, это одно из самых редких оружий в мультиплеере, ибо получить его можно только во время хэллоуинского ивента. Забавная штука, круто выглядит, помимо того, что имеет неплохой урон от удара, так еще и оглушает противника электрическим разрядом. Что касается бункера, помимо шок-дубинки,
настройки, здесь можно найти 4 рычага. Если опустить их в правильном порядке, вы получите 25 тысяч долларов, но этот правильный порядок всегда рандомный, поэтому тут чисто как повезет. Если же ничего не получится или вы протусуетесь в бункере больше 10 минут, все заполнится газом и вы очнетесь снаружи. Помимо этого на Хэллоуин будет добавлено 2 новых погоды. Это снежный Хэллоуин и дождливый Хэллоуин. Короче, хоть какое-то разнообразие, а то вот эта классическая хэллоуинская погода уже реально за столько лет всем очень сильно надоела. Ровно так же, как и в прошлом году, будет доступен квест, где необходимо найти и сфотографировать 10 привидений. В этот раз финальной 10-й целью будет не байкер Джонни, как в прошлом году, а Доминик, который в сюжетной кампании спрыгнул с дамбы, не надев парашют. За фото каждого призрака будут платить по 20 тысяч долларов, а за полное прохождение квеста вы получите эксклюзивный костюм охотника за привидениями. В прошлом году это была раскраска на Албани Брикхэм, в этом году костюм. В общем, полноценная комбо. Карту с местоположением призраков опять же залью в телеграм-канал, переходите и сохраняйте себе. Кроме этого, в мультиплеере появится новое выживание в Северном Янгтоне. Первый раз в GTA Online без всяких гличей и подобного мы сможем оказаться в этой локации. Основными врагами будут зомби, причем разные. Rockstar подготовили кучу новых моделек, среди которых есть даже зомби-джиггернаут. Всего, как я понял, будет аж 15 волн, а не 10, как на всех остальных картах. Из-за прохождения игроков наградят костюмом выжившего в Северном Янгтоне. В общем, ждем, должно быть крайне интересно. Естественно, куда же без новой одежды, ее не особо много, но тем не менее здесь и футболки, и шляпы, и полноценные костюмы. Кому интересно, ставьте на паузу и более детально изучайте весь этот контент. Переходим дальше, на очереди награды. Их буквально чуть-чуть, в основном это ачивки за противоборство нападения на ATT-16 и за выживание в Северном Янгтоне. Плюс ко всему, Rockstar анонсировали, что в этом году будут коллективные челленджи в ограблениях для всего сообщества. Помните, разработчики ставили для нас цели общими усилиями нафармить в сумме 2 триллиона в ограблениях. Так вот, видимо, в этом году будет что-то плюс-минус такое же, ориентировочно в ноябре месяце. Само собой, за успешное выполнение будут какие-то эксклюзивные награды, транспорт, раскраски, одежда, либо что-то в этом духе. Возможно, у многих из вас вопрос, а что там по тачкам? В капельной подаче находится 6 автомобилей и 1 мотоцикл. Ролик обо всем этом уже вышел на канале, все показал, все рассказал, ссылка на видео в описании, обязательно гляньте. На этом все, надеюсь, ничего не забыл. Согласитесь, много всего интересного находится в капельной подаче и будет добавлено в игру в ближайшее время, а если быть точнее, то вместе с бонусными неделями по четвергам. Долго искал информацию, переводил, короче, кому не сложно, в качестве благодарности просто подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Телеграм в описании, моя личная группа по прокачке тоже, но я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.